В маленьком городке жил мальчик по имени Том. Он был счастливым ребенком, рос в полной семье, где царила любовь и забота. Его отец, Сергей, был для него не только родителем, но и настоящим другом. Каждый день они проводили вместе, играли в футбол, катались на велосипедах и просто гуляли по парку, обсуждая все на свете. Сергей всегда поддерживал Тома, учил его важным жизненным урокам и вдохновлял на новые достижения. Том обожал своего отца и чувствовал, что с ним он может преодолеть любые трудности. Однако однажды в их идеальной жизни произошла неприятность. В один из обычных вечеров, когда Том вернулся из школы, он заметил, что в доме царила напряженная атмосфера. Мать, Анна, выглядела обеспокоенной, а отец был молчалив и задумчив. На следующий день Сергей пришел с работы позже обычного. У него было уставшее лицо, и он сел с Томом, чтобы поговорить. «Сынок, мне нужно сказать тебе что-то важное», — начал он. Том насторожился, чувствуя, что это будет серьезный разговор. Сергей рассказал, что у него диагностировали серьезное заболевание. Врач сказал, что лечение может быть долгим и сложным, и он не знает, как все закончится. Том не мог поверить своим ушам. Он думал, что это просто шутка, и, смеясь, ответил: «Пап, ты же всегда говоришь, что мы справимся с любыми трудностями». Сергей улыбнулся, но в его глазах была печаль. «Да, сынок, но иногда жизнь ставит нас перед испытаниями, которые мы не можем контролировать», — сказал он. Том не хотел принимать это всерьез. Он решил, что это просто плохая шутка, и никому не рассказал о разговоре с отцом. Прошло несколько месяцев, и Том старался не думать о болезни отца. Он продолжал жить своей обычной жизнью, но в глубине души чувствовал, что что-то не так. Сергей проходил лечение, и хотя он выглядел уставшим, он всегда находил время для сына. Они продолжали проводить время вместе, и Том надеялся, что все будет хорошо. Он не мог представить, что его любимый папа может уйти. Но однажды утром, когда Том проснулся, он заметил, что в доме царила тишина. Мать не готовила завтрак, а в комнате отца было темно. Он подошел к двери и постучал. Никакого ответа. Сердце у него забилось быстрее. Он открыл дверь и увидел, что отец не дышит. В этот момент мир Тома рухнул. Он не мог понять, как такое могло произойти. Почему его отец, который всегда был рядом, теперь ушел навсегда? Настал день похорон. Весь город пришел проститься с Сергеем. Родственники, друзья и знакомые собрались, чтобы отдать дань уважения человеку, который был для всех примером доброты и щедрости. Том стоял рядом с гробом, его сердце разрывалось от боли. Он смотрел на лицо отца и не мог сдержать слез. Вокруг него звучали теплые воспоминания о Сергее, но для Тома это не имело значения. Он чувствовал себя потерянным. Внезапно, подойдя к гробу, Том закричал: «Это моя вина». Все присутствующие были в шоке. Они не понимали, почему он так говорит. Мать, Анна, в ужасе схватила его за руку и отвела в соседнюю комнату. Она была встревожена и начала спрашивать его, в чем дело. Том с слезами на глазах рассказал о разговоре с отцом 2 года назад. Он вспомнил, как Сергей говорил о своей болезни и о том, как он не поверил ему. «Я думал, что это шутка. Я никому не рассказал, и теперь его нет», — всхлипывал он. Услышав это, Анна заплакала. Она даже не знала, что ее муж был смертельно болен. «Почему ты не сказал мне, Том? Почему ты не рассказал?» — спросила она, обняв его. Она чувствовала, как ее сердце разрывается от горя. Она прижала сына к себе, стараясь утешить. «Ты ни в чем не виноват, мой дорогой. Я люблю тебя, и твой отец тоже любил тебя. Он бы не хотел, чтобы ты чувствовал себя виноватым». Том, обняв мать, почувствовал, как ее слова постепенно начинают успокаивать его. Он понимал, что не может изменить прошлое, но теперь знал, что его любовь к отцу всегда останется в его сердце. Анна и Том вместе пережили эту трагедию, поддерживая друг друга в трудные времена. Прошло несколько недель после похорон, и жизнь продолжала идти. Том чувствовал пустоту без отца, но его мама старалась сделать все возможное, чтобы поддержать сына.
Они вместе вспоминали Сергея, делились его историями и смеялись над его шутками. Это помогало Тому справляться с горем. Однажды, сидя в парке, Том посмотрел на небо и сказал: «Я буду помнить папу всегда. Он научил меня быть сильным и добрым». Анна улыбнулась, гордясь своим сыном. Она знала, что их любовь к Сергею будет жить в их сердцах, и вместе они смогут преодолеть любые трудности. С каждым днем Том становился все сильнее. Он начал участвовать в школьных мероприятиях, помогать другим детям и даже стал волонтером в приюте для животных. Он понимал, что жизнь продолжается и что его отец всегда будет с ним в его поступках и доброте. Однажды, когда Том волонтерил в приюте, он встретил щенка, который выглядел испуганным и одиноким. Мальчик вспомнил, как его отец всегда говорил, что нужно заботиться о тех, кто не может позаботиться о себе. Он решил забрать щенка домой, чтобы дать ему новую жизнь. Анна поддержала эту идею, и вскоре в их доме появился новый член семьи, щенок по имени Макс. Том заботился о нем, как о собственном брате, и с каждым днем их связь становилась все крепче. Макс стал для Тома источником радости и утешения. Он помогал мальчику справляться с грустью и одиночеством. Том часто вспоминал о Сергее и делился с Максом историями о своем отце. Он понимал, что, хотя его папа больше не рядом, его любовь и уроки остались с ним навсегда. Время шло, и Том продолжал расти. Он учился быть сильным и добрым, как его отец. Каждый раз, когда он сталкивался с трудностями, он вспоминал слова Сергея: «Сынок, всегда оставайся верным себе и не забывай о тех, кто нуждается в помощи». Однажды, когда Том был в школе, его класс организовал благотворительный проект для помощи бездомным животным. Мальчик с радостью принял участие, понимая, что это именно то, чему его научил отец. Он собрал вещи, которые больше не нужны, и с друзьями отправился в приют. Там он увидел щенков и котят, ожидающих заботливых хозяев. Сердце Тома наполнилось теплом, когда он вспомнил о Максе и о том, как важно давать любовь и поддержку тем, кто в ней нуждается. Проект оказался успешным, и Том был горд тем, что смог помочь. Он чувствовал, что его отец смотрит на него с гордостью, где бы он ни был. В конце концов, Том понял, что жизнь продолжается, и хотя его отец ушел, его дух всегда будет с ним. Теперь он знал, что даже в самые трудные времена можно найти силу и надежду, если помнить о любви и доброте. И каждый раз, когда он смотрел на Макса, он чувствовал, что его отец живет в их сердцах, и что они вместе смогут преодолеть любые трудности. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.